Всем привет, с вами доктор Демченко, и этот выпуск для бегунов. Я расскажу вам, что делать, если у вас есть боль в области надкостницы большеберцовой кости. Это состояние включает в себя три разных состояния, которые на самом деле являются фактически стадиями одного и того же процесса. Первое – это синдром расколотой голени или задней большеберцовой мышцы. Это ситуация, когда зажимается мышца, которая контролирует стопу во время бега и, соответственно, прикрепляется к надкостнице. Она уже дает боль в области надкостницы, и это ситуация, с которой легко можно справиться самостоятельно. Воспаление непосредственно самой надкостницы большеберцовой кости. Эта ситуация требует уже некоторого медицинского вмешательства, но также есть моменты, которые можно полечить дома. И третье состояние уже стресс-перелом большеберцовой кости, который уже требует непосредственно медицинского вмешательства. Мы поговорим о том, как различить эти состояния, что можно сделать самостоятельно, и поехали! Когда процесс боли в области надкостницы находится на стадии боли в задней большеберцовой мышце и ее напряжения, чаще всего пациенты описывают боль в этой области, как бы по внутренней поверхности голени. Если мы посмотрим на кости и нащупаем большеберцовую кость у себя, вот она, то это будет немного сзади от большеберцовой кости. И прощупывая пальцем, сзади от кости вы можете почувствовать уплотнение и болезненность. Если это в нижней трети большеберцовой кости, здесь располагаются сухожилия задней большеберцовой мышцы, и здесь располагается наибольшая болезненность. Иногда здесь также будет виден отек. Но нам наиболее интересно непосредственно брюшко мышцы. Брюшко мышцы находится выше. Если мы посмотрим, это будет сразу за большеберцовой костью и как бы под ней. То есть нам нужно будет немного заходить пальцами под косточку. Для того, чтобы ее нащупать, сначала нащупайте кость, зайдите пальцем под косточку, отодвиньте икроножную мышцу немного в бок и прижмите большой палец непосредственно к кости. Тут вы почувствуете уплотнение и выраженную болезненность. Для того, чтобы сделать эффективный самомассаж этой поверхности, необходимо нащупать наиболее зажатую зону и сильно надавить на нее пальцем. Не старайтесь двигать большим пальцем. Один раз надавили, почувствовали сильную боль и ждем. Около 15 секунд боль будет держаться достаточно интенсивной, потом она начнет снижаться. Удерживайте большой палец на зажиме около минуты. Где-то после 34-40 секунды боль начнет снижаться, и вы будете чувствовать себя уже значительно лучше. Дальше нужно пощупать выше и ниже самой зажатой зоны. Выбрать наиболее зажатую зону из тех, что остались. Когда вы находите ее, повторите процедуру. То есть снова нащупываете наиболее зажатую точку, поворачиваете палец к кости и прижимаете. Снова ожидаете расслабления под пальцем. Дальше проходитесь еще раз и выискиваете новые зажатые точки. Обычно их бывает 2 или 3 в области тела задней большеберцовой мышцы. Не нужно разминать в нижней трети, там, где есть отек и непосредственная болезненность в области сухожилий, потому что вы не сможете ничего изменить путем разминания этой зоны. Если боль перешла в стадию воспаления надкостницы большеберцовой кости, то основная болезненность будет не сзади, а непосредственно на поверхности большеберцовой кости, вот здесь, на плато. Какие есть признаки? Первый признак – она становится бугристой и отечной. Такое ощущение, как будто под кожей находится мокрая вата. И болезненность будет непосредственно при прощупывании кости. Наиболее частые места болезненности – это нижняя треть надкостницы и также небольшой кусочек в верхней трети надкостницы. Пройдитесь пальцем и посмотрите, есть ли такие места.
Если вы находите такой процесс уже на самой надкостнице, что можно делать самостоятельно? Первое. Все равно можно провести массаж задней большеберцовой мышцы. Второе. Можно охлаждать отечные места на надкостнице. Третье. Можно использовать ночные компрессы с разбавленным в 10 раз димексидом, новокаином и дексаметазоном. Третье. Неплохо работает компрессия во время ходьбы или небольшого восстановительного бега. Если вы находите такие изменения, то уже желательно обращаться к врачу и желательно делать магнитно-резонансную томографию именно голени, то есть МРТ голени, для того, чтобы исключить момент перехода процесса в третью стадию, а именно стресс-перелом большеберцовой кости, он же называется маршевой травмой большеберцовой кости, то есть, грубо говоря, изменений в структуре самой косточки. Как можно заподозрить, что у вас процесс перешел уже в область самой кости? Довольно часто бывает позитивным симптом постукивания, то есть когда вы постукиваете по кости и боль находится не только в контакте, место контакта пальцев с костью, а уходит глубоко в кость. Вторым признаком может являться длительные непроходящие боли. То есть, казалось бы, вы уже победили воспаление надкостницы, сняли полностью спазм, нога хорошо себя ведет при обычной ходьбе, но как только вы начинаете бегать немного быстрее или немного дольше, снова возникает отек, глухая болезненность внутри кости. Если есть такие признаки, то необходимо обязательно сделать магнитно-резонансную томографию и посмотреть ее в Т2 режиме. Обычно в описании могут быть такие слова, как фокус отека кости или контузия кости. Очень редко в МРТ будут писать такие слова, как стресс-перелом, потому что это более спортивный термин. Чаще всего в МРТ вы можете встретить такие слова, как контузия кости или фокус отека костного мозга или фокус отека в структуре большеберцовой кости. Если вы увидите такие слова, то необходимо, первое, убрать беговые нагрузки минимум на 3 месяца, а также прыжки. Без ударной нагрузки можно оставить, такие как велосипед, плавание, лыжи, роллеры. Также необходимо обязательно пить витамин D в достаточно высокой дозировке, то есть от 5 до 10 тысяч единиц в течение месяца, потому что это единственный препарат, который действительно эффективно действует при стресс-переломе большеберцовой кости. Если данный совет был вам полезен, ставьте лайки. Это стимулирует меня выпускать новые видео чаще. Пишите в комментариях, что вы хотели бы еще увидеть. Всем пока!